Всем приветствую, на связи топовый боец лиги ACA Анатолий Бойко. Анатолий, добрый день. Приветствую. Мы с вами разговаривали в феврале прошлого года, интервью записывали. Я А, без российский. Ничего страшного. Очень рад с вами еще раз поговорить, что удалось еще раз с вами поговорить. Начнем мы, наверное, с не самого приятного. 10 мая же это было, правильно? В Санкт-Петербурге вы провели поединок против Алексея Шуркевича, уступили в этом бою. Я не буду так углубляться. Что пошло не так, что не получилось? Засудили. Чё? Да не, на самом деле, блин, шло все хорошо. Два раунда забирал. И в третьем ударе пропустил лаки панч. Этот удар я не увидел, самый первый, когда он попал с правой руки, потому что я свою руку здесь держал. Я видел, что он вперед двигался, что он пошел вперед, но я не видел, что он замахивался, что он наносил удар. И я, получается, вот эту руку убираю, назад отхожу, хочу ударить навстречу. И вот этот удар попадает мне в челюсть. Ну, я не помню, куда точно, но в голову, короче, попадает. И все. И получается, я больше ничего не помню. Помню только вот у меня следующий кадр, это как судья меня обнимает, и я понимаю, у меня осознание приходит, что я проиграл. И было, честно сказать, очень обидно. Буду откровенным, Бойко был не самым зрелищным. А вы так аккуратно дрались. Это почему именно придерживались такой тактики ведения поединка? Ну, я шел на серии из двух поражений. Для меня победа любой ценой была важна. Поэтому у меня была задача, вот первый раунд, начало первого раунда, сначала никуда не спешить, прочувствовать дистанцию, сделать разведку, посмотреть, что, как, что он делает. И там минута, две-три проходит, я уже чувствую, что я полностью контролирую в плане дистанцию, что я понимаю, когда он будет бить, когда он какие-то движения будет делать. И в целом я комфортно себя чувствовал. В первом раунде я там нокдаун отправил, попадал с рук хорошо. Потом там попытка удушающего неплохая была. Но в итоге она не получилась. Леха молодец, выдержал. Потому что я сам понимал, что я хорошо взял удушающий, но не так плотно, как я мог, потому что я чувствовал, что я чуть-чуть соскальзываю. И получается, когда он сверху меня накрыл, он мне попал. Мы с Лехой разговаривали, он говорит, не попал. Ну, не знаю, я вот по ощущениям даже помню, что там в затылок локтем он попал, и у меня этот черный свет в глазах был, короче. И я поэтому даже не пытался встать, ничего нет. Я понимал, что раунд скоро закончится, что мне нужно это перетерпеть. И раунд заканчивается, я судье говорю, затылок попал. Мне судья говорит, я видел, видел, типа. И я даже, когда мы встали, я даже не в тот угол, короче, пошел сначала, потому что вот этот удар просто от меня с ног сбил. Вот. И второй раунд начинался, и я понимал, что у меня, ну, голова чуть болела. Я думал, так, вообще аккуратно сейчас буду, минимально возьму этот раунд. Ну, так и получилось, я минимально взял его. Там Леха пытался бороться, у него не получалось, клинч. Вот, ну, где-то я больше попадал, ну, даже не где-то, а я больше попадал, потому что как таковых ударов он вообще не попадал, кроме вот как в третьем раунде. И в третьем раунде мне там, ну, мне говорят, два раунда ты ведешь. И я понимаю, что он пойдет сейчас вперед, что он будет просто ловить меня ударом, что он все будет делать для победы. И я думаю, да, я пойду на него. Да, я пойду вот первым номером буду работать, чтобы его чуть сбить с толку. И вроде бы неплохо получилось. Я хайкик попал, потом с левой руки попал. Но вот этот удар я не увидел. И вот, к сожалению, такова жизнь. Не все, что мы хотим, происходит, но ничего страшного. Первые два раунда вы забрали. А, Да-да-да. Надеюсь, без каких-то последствий закончилось печальных. Я имею в виду со здоровьем все. Нормально? Не, все хорошо, да. Я сейчас капаюсь, хожу к знакомому Белялу, лекарь Белял, к нему обращайтесь, прокапает, что надо сделать. Мы видели те кадры, которые были в раздевалке после боя, и они действительно тронули. Вот не повторились ли у вас те же эмоции, которые были после боя с Узаиром Дураковым? Я вот подхожу плавно к теме завершения карьеры. Потому что Не-не, такой момент, часто такие моменты посещают голову. не, мыслей вообще не было. Я, честно говоря, я очень уважаю Леху Шуркевича, но я чувствовал в бою, до боя я не понимал, не думал, ну, не понимал, что это так, но в бою я уже понял, что я просто на уровень выше, как по навыкам. И вот, ну, я не знаю, я вот это ощущал. Но это, мне кажется, видно было, что я там во всех аспектах. Лучше он меня и бороть не мог, хотя я тоже не пытался особо бороться, но один раз пытался. Но я чувствовал, что вот во всех просто моментах я лучше. Я и дышал хорошо, но он тоже хорошо дышал.
Я видел растерянность в его глазах. Я просто понимал, что, ну, а смысл заканчивать вот после такого боя? Потому что, во-первых, это лаки панч, от него никто не застрахован. В любом случае, Леха молодец, что пережил это все. Он тоже, ему большое уважение за это, что он вот пережил и в итоге выиграл. Да, там случайно, ну, как бы, ну, лаки панч считается случайным ударом, но в любом случае он выиграл поединок. Результат есть результат. И мысли о завершении вообще не было. У меня, наоборот, такая больше мотивация была. Наоборот, знаешь, доказать. Я-то знаю, что я один из лучших в этом весе. И просто вот выйти на победную серию, забрать этот пояс. И просто вот этим я всем заткну рот. Хейтерам их немного, конечно, но заткну рот. Ну и кто меня списал со счетов. Когда вас объявили как неоспоримого, вы Да. вернули себе это прозвище? А? Вы прозвище вернули себе? Смотри, Да. я там стоял, я слышал, что Северная трибуна его поддерживает, когда он выходил. И когда меня объявляли, такая чуть тишина была, ну там люди были знакомые, которые за меня болели, они поддерживали. И когда сказали неоспоримый, я удивился, потому что я не менял прозвище. То есть я не писал, поменяйте мне там это. Я думал, сейчас скажут русский киргиз, и я кайфанул от этого, потому что Северная трибуна не любит это. И я вот хотел, чтобы мне это сказали. И когда сказали неоспоримый, я такой... Короче, у меня такая еще суета была, я хотел под одну песню выйти под скриптонитом. Мне в день боя сказали, что нужно поменять песню, потому что там есть матные слова, и она не подходит для этого. Я думал, блин, обидно, потому что я всю подготовку представлял, как я буду выходить под эту песню, буду кайфовать. Думаю, ну ладно, поменяю песню. Потом, когда вот сказали неоспоримый, а не русский кыргыз, я подумал, блин, ладно, сегодня как будто, ну, в голове так думаю, все против меня идет, музыка не моя, прозвище предыдущее поставили, тоже не то, которое я хотел. Думал, ну ладно, типа, сейчас, ну, и публика, я, ну, чувствовал, что большинство за, ну, северная трибуна кричала, и что все против меня идет, я вот так чувствовал. Думал, ну все, у меня такая злость еще появилась. Думал, ну что, я сейчас выйду, типа, там, все докажу. Ну, вот, блин, к сожалению, получилось, как получилось. Писали вам, почему прозвище поменял? Кстати, нет, никто не писал, М, к удивлению. м, Да. Наоборот, поддержка. м, Все четко. Поддержка это приятно, но хочется уже поздравления услышать. м. Я видел, многие говорили, что перед боем с Шуркевичем вы начали усердно тренироваться. Это так? Я имею в виду не, не так, как раньше, намного усерднее. Это так? Да, да, я каждый день тренировался, и по 2 раза тренировался некоторые дни. Не прям упахивался так, чтобы просто грамотно тренировался, делал то, что нужно. Но и сейчас, вот после этого боя, я понимаю, что я сам и бороться могу, если я просто... Когда человек, знаешь, не занимается борьбой в плане, не уделяет внимания этому, конечно, он не сможет, ну, не будет бороться, потому что он этого не делает. Сейчас раньше, я помню, я боролся много, и я мог и бороть, переводить там в боях. И сейчас тоже вот на это акцент буду делать. И хочу всесторонне развиваться и просто выйти, и вот чтобы все в шоке были, что это за бойко такой нереальный. Мгм. Вот так. Сейчас интересно, кто станет вашим следующим соперником. Вот Асланбек Бадаев после турнира сказал, что вам, наверное, снизят оппозицию следующего соперника. Вы согласны с таким решением? Ну, это, наверное, для того, чтобы закрыть поражение, ну, вот серию поражений. Но я не буду никого просить. Я надеюсь, мне хорошего соперника дадут, потому что я всегда говорил, что я готов с любым драться, даже неудобного соперника пусть мне дают. Мне абсолютно без разницы. Я туда выхожу, чтобы доказать, что я один из лучших. И, честно сказать, абсолютно без разницы. Я, наоборот, хочу, чтобы хорошего дали, потому что, ну, выиграю я среднячка, ну, там, условно, Бразила привезут, крепкого, хорошего, но если я выиграю, будут говорить мешок. Будут говорить, ему дали, снизили оппозицию, топов он не может побить, средняков может. И типа, ну, мне кажется, у меня даже у самого удовольствия не будет от этого, от этой победы. Вот насчет бразильца. Винисиус Круз, вам с ним интересно подраться? У вас еще до сих пор есть с ним проблемы? Не, проблем у нас нету, мы там подписаны друг на друга, общаемся, но мне, да, интересно было бы с ним подраться. Мгм. Это я с Крузом интервью тоже записывал. Он говорит, что когда эта ситуация была, мы все помним, да, он говорит, что никаких претензий нет, вы его неправильно поняли. Он хотел как-то в шутку сказать, вы его неправильно поняли, говорит.
Вообще никаких претензий, претензий только в октагоне говорить. Ага. Нет, это просто такая ситуация была. Я же тогда снялся по здоровью в день боя. Ну, даже за день до боя даже у меня проблемы были. И врачей ИСЕЙ вызывали, они не помогали, там капельницу ставили. Потом, ну, я до последнего хотел выйти на бой. Потом в день боя мне тоже плохо было. И только днем мы уже с ребятами, с моими друзьями, кто рядом был, уже решили, что ну, не стоит выходить, рисковать. И я сильно расстроен был. Я домой ехал, потом я видел, что там круз, вот эти подколы всякие. Ну, блин, мне и так на душе фигово, то, что я там не подрался, просто так, получается, готовился, вес гонял. А у меня вес очень тяжело пошел, тогда очень трудно было гонять. И еще вот эти подколы, они, честно сказать, близко к сердцу воспринимаются. Да, я сам юморной парень, ну, почти вообще никогда там ну, не обижаюсь никогда на шутки, если они ну, в рамках. И тогда просто больше эмоций подался, и поэтому я зол на него был. Я думал, если в тот момент я его так увидел бы, мне кажется, мы подрались бы на улице. Но в итоге все нормально, мы решили проблему, никаких претензий нету. Что интересно, Андрей Кошкин, которого побеждали в 23-м году, находится выше вас в рейтинге. Он на 4-м месте, вы на 6-м. Интересно с ним реванш провести. Ну, это вас Конечно. задето, вот так вот произошло. Что лучше? Но это справедливо, что он на своем месте, потому что он побеждает. Как бы у меня 3 поражения, но я все равно близко к топ-5. То есть у меня 2 поражения было, я все равно в топ-5 находился. И с Кошкиным, ну, я думаю, это имеет смысл. Я попросил бой на октябрь. Как раз столько времени пройдет, я успею восстановиться, подготовиться. Я думаю, да, с Кошкиным реванш имеет смысл, но захочет ли он, потому что он может сказать, там, типа, Бойко на серии из поражений, туда-сюда. Ну, просто с кем ему еще драться? Черси занят, Узаир занят, ну, вот на данный момент. Тогда, ну, на тот момент, я не знаю, потому что ребята тоже много гоняют, они не смогут так быстро драться. Но я не против. Не могу не сказать, вы недавно отцом стали. Это вас мотивирует Да, побеждать, да, тренироваться. да, да, конечно, именно поэтому я и тренировался, так упахивался. Мгм. Честно сказать, это реально так. Чуть жизнь поменяла, теперь ответственность большая появилась. Теперь не за себя я дерусь, за семью свою, чтобы прокормить. Да, это очень, честно сказать, здорово. В феврале этого года прошел титульный бой между Альбертом Туменовым и Бубакаром Вагаевым. Вы ожидали, что этот бой вот так вот закончится? Что Вагаев доминирующим образом победит решением судей? Мне, честно, я не думал, что вот прям вот так вот да, сильно прям этот Вагаев будет доминировать. Я больше склонялся вот 50 на 50, вот именно кто свою игру навяжет. То есть, если бы Туменов не давал бы бороться, то есть Абубакар бы, он бы уставал бы, он бы не мог бы потом так проходить, но, честно сказать, он так уверенно выиграл этот поединок. Не знаю, может, у Туменова какие-то проблемы со здоровьем были. Ну, вроде бы он и говорил об этом. Ну, я бы посмотрел реванш, мне интересно было бы, честно сказать. Мгм. Вот реваншик, как он сложится, как думаете? Именно Ну, реванш. фаворит однозначно на бумаге Вагаев, но Мгм. я думаю, Туменов извлекет ошибки и Мгм. работу над ошибками сделает. Также, наконец, мотивирующим образом закончу. Как я уже выше сказал, мы с вами интервью записывали в феврале прошлого года, и тогда вы сказали, что в 2024 году проведете пару боев, победите, и вот в 2025 году заберете пояс. Такие планы вы сказали. А, Как думаете, этот прогноз еще в силе? В нашей жизни все возможно. Почему нет? Не, ну на самом деле, ну, все возможно, но это, конечно, маленький шанс, очень маленький шанс, потому что, ну, поражение, если я Полгода, сейчас выиграю в октябре, а? полгода осталось до конца. Полгода осталось. Ну, например, я в октябре подерусь, выиграю, дай бог. И в декабре, условно, там будет титульный бой между Вагаевым и кем-то. И кто-то травмируется, например, не дай бог, конечно. Но всякое бывает. И там на замену я предложу свою кандидатуру. И если там, у меня же не будет серии с поражений, у меня будет победа, я думаю, то есть я уже в топ-5 буду автоматически. То есть, и если я выйду на замену, почему нет? Такое возможно. Ну, маленький шанс, но возможно.